уникальные каталоги, которые сегодня презентуются. Живопись и графика Антонины Сафроновой. Спешите в галерею «Ковчег». Сегодня мы можем увидеть работы разных периодов, которые очень органично уместились в небольших и уютных московских залах. Скажите, пожалуйста, как родилась идея выставки? Да. Выставка приурочена к выходу в свет альбома Сафроновой. Это долгожданное событие. К нему мы шли много лет. Так или иначе, что-нибудь мешало этому событию. Наконец, все в нашей жизни сошлось. Появился человек, который прекрасно умеет делать книги по искусству, Юрий Петухов. Появился щедрый спонсор Вадим Маркович Аминов. И благодаря этому мы, наконец, сделали фундаментальный, качественный, двухтомный альбом, который охватывает весь творческий путь художницы. В альбоме больше 600 репродукций. И выставка вот это фактически презентация альбома в окружении непосредственно работ произведений Сафроновой. Что ж, друзья, значит, прекрасная книга ждет вас в галерее «Ковчег». Спешите стать обладателем редкого издания. Книжка, в которой я работал, она уникальна тем, что, пожалуй, впервые за все время творчество художницы представлено в таком количестве, в таком качестве. Работы не то, что не воспроизводились в таком количестве никогда, они чисто физически вместе были последний раз вместе лет, наверное, 60 назад, потому что они выходили из семьи в музейные собрания, в частные коллекции, и уходили как бы из поля видения, так сказать, кураторов, потому что частные коллекционеры долгое время мало пускали к себе галеристов и кураторов выставок. Вот. А поскольку я сам в прошлом галерист и куратор, то мне как бы с этим проще оказалось. Давно не показывали этого периода работы. Мне хотелось, чтобы на выставке они присутствовали. Не все понимают и разделяют восторг от конструктивистских композиций, но я, как человек с архитектурным образованием, я это очень чувствую, очень их люблю. И в них такая энергетика внутренняя и философия, то есть в них выявлено нечто фундаментальное вообще в графическом, вообще в изобразительном искусстве. Сейчас мы подойдем к ценителям и знатокам искусства автора и зададим им свои каверзные вопросы. Кто вы и что это? Здравствуйте. Здравствуйте, да. Мы вот хотели у вас узнать. А вы это кто? А мы это вот... BBC или китайское телевидение? Стремимся попасть, конечно. Нет, или вы для себя это делаете? Мы делаем для видео. Мне посчастливилось в возрасте 20 лет впервые натягивать те холсты, которые сегодня сафроновские попали в коллекцию Третьяковки, Русского музея, музея Нукуса, музей Нового Иерусалима и так далее, и так далее. Как это произошло? Ее дочь Ирина Андреевна, узнав о том, что я нахально приватизировал одну из комнат в коммуналке, 30 квадратных метров на Таганке с двумя большими окнами, я это в наглую сделал, потому что наши соседи получили квартиру и уехали. А я соседям сказал, что я сходил в ЖЭК и договорился, что это будет моя мастерская. Тогда была эпоха увлечения андеграундом, и я тоже стал художником неожиданно. Эту мастерскую использовал как место, где впервые были собраны работы Сафронова, впервые натянуты на подрамники. Для того, чтобы подобного рода акцию делать
в каком-то государственном месте тогда, в каком-то официальном выставочном зале или официальном музее, это просто нереально. Надо было пройти портком, местком, невозможно было пригласить куда-то искусствоведов, чтобы они посмотрели, что такое Сафроново как явление, кроме как ко мне, в мою фантастическую, так сказать, неожиданно свалившуюся мастерскую. Вы знаете, я тогда увлекался очень Остапом Бендером, и поэтому эта акция была для меня в стилистике Остапа Ибрагимовича. И вот Ирина Андреевна, дочь Сафронова, она на эту выставку пригласила ведущих специалистов по советскому неофициальному искусству этого времени. И мы пили чай, мы разговаривали, мы обсуждали, мы классифицировали. И я очень рад, что после нашей Таганской выставки, я повторю, это Таганка, Таганская улица, дом 6Б, квартира 2, 1976 год. Оттуда эти работы пошли вот по тем музейным каналам, которые сегодня, слава богу, достойно хранят. И дальше уже работают профессионалы-искусствоведы, профессионалы-реставраторы, чему я очень рад. После выставки у вас будет прекрасная возможность стать обладателем каталога Антонины Сафроновой. Или живописи, или графики. Или то, другое вместе. Увесистые издания с прекрасным качеством репродукций и серьезно подготовленных культурологических текстов. Ну и подборка вещей первоклассная.